Приветствую всех на канале Пчеловодство и природа. Прошел месяц с тех пор, как я разложил вот здесь на две семьи. В одну семью канди и в другую мед. Две таких проблемных семейки у меня было. Потому что пчелы еще месяц назад уже поднялись кверху рамок. Вот. Ну и я сейчас мы откроем чуть позже и посмотрим. Вот температура у нас сегодня, вот я взял градусник, до 2 градусов тепла, там 1,6 показывает, 1,8, ну в данном случае вот сейчас сколько там, 1,6, вот я не вижу. Значит, для чего еще я его взял? Значит, у меня есть подозрение, что вот в этой семье расплод. И такое впечатление, что и месяц назад он был, этот расплод. Какое его там количество, больше, меньше, поэтому сейчас попробуем померить температуру и уже более точно можно будет определить. Конечно, я к клубу лезть не буду. Я попробую над холстиком, между холстиком и утеплением аккуратненько положить датчик. И потом через некоторое время посмотрим. Ну вот заодно я хочу показать, что везде у меня всегда в ульях там сухо. Вот самый низ показать углы. Всегда зимовка так организована, что всегда сухо. То есть вентиляция отлично работает. О вентиляции я рассказывал, показывал. То есть такая вентиляция хорошо работает. Ну, попробуем сейчас. Так, вот положил я над холстиком под утепление. И вот сейчас вот сразу видно, что температура начала подниматься. Вот сразу видно. Но мы через некоторое время подойдем и посмотрим. Все, пока закрываем. Вот я тут приготовил севший мед для того, чтобы разложить этим своим проблемным семьям. Значит, ну мед он тут немного жидкий получился. Почему? Он был с кристаллами, но дело в том, что кристаллы пчелки тоже потом выбрасывают. Поэтому, чтобы максимально они его взяли, вот я его вот так вот перемешал. Перемешал миксером. Вот. Это хорошо как бы для пчел, хорошо. Но другая проблема появляется. Такой мед может протекать. Поэтому сейчас мы положим пакет и потом я покажу, как я его буду раскладывать. Значит, вот я приготовил такую емкость, пакеты, ну, вот такие пакеты. Пакет кладем в емкость и вот таким вот образом будем набирать теперь. Конечно, процесс этот немножко требует времени, потому что быстро эту работу не сделаешь. Это чтобы аккуратно сделать, то, конечно, надо тут чуть-чуть позаниматься с этим медом. Вот мы нашу емкость уже наполнили. Теперь надо ее аккуратненько так, чтобы не порвалось, выпустить воздух. Вот, надо выпустить весь воздух и завязать. Это тоже такая работа, которая требует тщательности, осторожности. Вот. Вот приблизительно так это будет выглядеть. И лишнее, значит, надо здесь обрезать. Так, вот так пакет будет выглядеть. Так. Вот, а теперь его вот так вот достаем. Ну и вот такой достаточно жидкий, достаточно такой, видите, то есть вот он такой мед. Ну и он, конечно, есть, если чуть-чуть прорвать пакет, он обязательно потечет. Поэтому для того, чтобы разложить в улей, что мы будем делать? Вот есть такая строительная сетка. Значит, можно вот на такую строительную сетку. Вот такая есть тоньше. Допустим, можно отрезать кусок, на нее положить. Вот. И если где-то протечет, то пчелки уже, он не так быстро будет там вытекать, пчелки смогут снизу. Поэтому я вот либо на такую, я сейчас подумаю, может быть, вот такой, сейчас кусок отрежем от этой, может быть, на такую положим. Вот. Пчелки достанут с той стороны на эту сетку. Вот, не обязательно, значит, чтобы они через сетку могли пролезть.
Можно слева, справа там, как бы, ну вот такой кусочек, можно на такой кусок положить. Вот, сейчас мы посмотрим. Значит, вот здесь наши две проблемные семейки. Вот начнем со второй семьи. Тут мы ложили месяц назад мед. Я показывал. Значит, ну, почему проблемные? Потому что еще месяц назад они поднялись практически к верхним брусочкам. И я в эту семью положил мед, а в ту семью положил канди. Вот, ну и сейчас смотрим. Значит, вот мед лежит. Мед они так и не тронули. Они как сидели, так и сидят. Вот я делаю вывод о том, что у этой семьи расплода нет. Отличная зимовка. Хотя семейка маленькая, больше они прижались тут к теплой заставной, но отлично зимуют. Этого меда им должно хватить до весны. Вот такая картина. Вот. И теперь посмотрим нашу вторую семейку, куда я ложил канди. Канди там еще, если помним, в предыдущем видео, там я показывал, он такой дубовый был. Вот. И, конечно, вопрос, вот как они его возьмут, не возьмут. Вот, и сейчас мы это дело посмотрим. Значит, вот смотрим температура, которая у них там. Вот такая температура, 27 градусов. Это 27 градусов между холстиком и утеплением. Делаю вывод о том, что здесь расплод. Здесь они выращивают расплод. И расплод этот они и не переставали выращивать. Значит, сейчас наша задача будет положить туда мед. Потому что, конечно, остатки корма, они очень быстро подоедают в таком состоянии. Вот. Ну и сейчас, конечно, если там расплод, то они в таком возбужденном состоянии будут. Поэтому работу эту надо будет делать очень быстро. Вот, аккуратно, насколько это возможно. Вот, чтобы их не придавить, чтобы они не разлетелись. Ну, попробуем. Вот, сразу я что сделаю? Наверное, мед я сразу положу вот сюда на эту, значит, нашу, на эту решеточку такую. Ну, конечно, какая-то часть пчелок там придавится, вот, но тут ничего не сделаешь. Тут надо, эту семью надо спасать, поэтому, что бы там ни произошло, придется это делать. Вот так вот они, вот видим, что они сделали с этого канди. Вот, ну, не знаю, попробуем положить вот так на решетке. Конечно, какую-то часть что-то как-то оно придавит пчелок. Вот, вот так. Ну, вот таким вот образом. Видите, расползлись они по всему улью и выращивают расплод. Вот этот канди они, конечно, подъели, а этот еще не трогали. Так что вот так дубовый канди, все это идет им, все это они могут употребить, если оно им надо. Если не надо, то, конечно, они его трогать не будут. Вот пчелка сразу начала вылетать. Все, закрываем. Чем быстрее закрываем. Все. Вот такие вот дела. Так что вот если, конечно, не смотреть за пчелами, вот надо, конечно, где-то в начале зимовки, не знаю, в середине зимовки, все-таки вести контроль за семьями. И те семьи, которые проблемные, у тех, которых расплод, их брать на контроль и, конечно, предпринимать какие-то действия. То есть ложить подкормку, что можно сделать. Вот если за этим не следить, то, ну, семья просто обречена. Съест остатки корма и пропадет. Вот, ну, будем надеяться, что мы все-таки дотянем эту семью до весны. Вот. Так что вот такие вот дела. Значит, не хотел смотреть остальные семьи. Тем более, что месяц назад мы снимали видео, я показывал здесь вот два украинских лежака. И на украинской рамке пчелки ниже собираются, как правило, если хорошо заготовили себе мед. Здесь их не было и видно. Я думал, что меда хватит до самой весны. Я даже подкармливать, подкладывать ничего не буду. Какое же мое было удивление, что я открыл, и они уже подходят к верхней планке. Я не знаю, по какой причине я в этом году не закармливал их. Тот мед, который собрали, на том они и зимуют. Очевидно, больше подсолнечника попало туда, в мед из подсолнечника. И, возможно, я потому что по другим еще посмотрел, то открывают они ячейки, и там закристаллизованный мед. Возможно, это одна из причин. Тем более пленкой я не накрываю, в гнезде там сухо, поэтому, вот, может, им недостаточно влаги для того, чтобы такой мед брать. Ну, по крайней мере, вот сейчас посмотрим, что там делается. Вот я открыл, и видите, где уже пчелы. Хотя они были в самом низу. Поэтому вот
решил, остался у меня мед, и решил я положить им по лепешечке меда. Вот таким вот образом. Ну, поскольку мед очень жидкий, поэтому вот я таким образом разложу им. Ну, вот видите, не знаю, может уже и расплод у них появился. Не буду ни мерять, ничего, не гадать. По крайней мере, положу лепешечку и буду больше уверен, что они так дозимуют. Вот таким вот образом. Видите как? Вот так, не хотел их смотреть. Вот не хотел смотреть. Так что вот так. И следующая семья приблизительно в таком же состоянии. Сейчас посмотрим там. Ну вот сейчас откроем я эту семью, посмотрим. Тут тоже они поднялись наверх. Сейчас посмотрим. Ну тут вот таким вот образом. Тут они подальше от заставной расположился клуб. Тут они в более таком спокойном состоянии, но все равно уже возле верхней планки. И я вот еще, меня спрашивают, почему я так рано раскладываю канди, когда они еще не поднялись. Так вот лучше мне сейчас положить, чтобы не придавить пчел. А буквально через неделю-две они уже тоже будут наверху, как и та предыдущая семья. Поэтому вот таким вот образом. Ну впереди они, но рамка украинская. Поэтому им тут к задней стенке идти очень мало расстояния получается. Ну вот таким вот образом положим. Достать они достанут слева, справа. Дело в том, что если им надо будет, они возьмут. А не надо, я показывал, вот, что мед так и лежит, если он им не нужен. Поэтому вот для подстраховки я всегда стараюсь таким семьям, если вижу, что может раньше закончится мед, стараюсь подложить мед или канди. Ну вот такая зимовка, поэтому вот еще раз, я не знаю, мое мнение, что ход зимовки все-таки надо контролировать. И смотреть, определять проблемные семьи, брать их на контроль. И потом дополнительно смотреть, как им можно помочь перезимовать, что-то подложить, у кого есть какие возможности, канди, севший мед. Вот таким вот образом. Так что пишите комментарии, кто что думает по этому поводу. Всем хорошей зимовки, хорошо дозимовать.